Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать назад на мой канал по-русски издалека. Сегодня мы продолжаем смотреть историю нашего крокодила Васи в России. В этот раз Вася и Зайка, они говорят о погоде. Это первая зима для Васи, и для него это немножко необычно. Так, давайте посмотрим, что думает Вася о русской зиме и нравится ли ему погода. Вы готовы? Поехали! Привет, Зайка! Привет, Вася! Как ты сегодня? Ну, я нормально, а ты как? Да, хорошо, неплохо. Вася, ты знаешь, какой завтра будет день? 19 января? А что? Ну как что? Завтра же ведь праздник. Праздник? Какой праздник? Крещение Господне. И что это значит? Ну, это религиозный праздник в России, и в этот праздник все люди идут купаться в бассейне. Нет, в реке или в озере. Что? В такую погоду? Да, а завтра будет тепло. Как тепло? Сегодня очень холодно. Да-да, а завтра будет снег. Снег? И значит будет тепло? Нет, это будет тоже холодно. Нет, нет, нет. Когда идет снег, значит это тепло. Вот сегодня ты видишь солнце, и когда солнце, тогда холодно. То есть вчера шел снег, и было тоже тепло, а сегодня солнце, и поэтому холодно. Правильно? Да-да, именно так. Так работает наша погода. Ой, не знаю, не знаю. Для меня это все так холодно. Я не привык. У меня нет такой шерстки, как у тебя. Да, видишь, у меня уже белая шерстка, и я готова идти на улицу. Да, а у нас крокодилов нет шерстки. У нас другая погода в Африке. Да? А сколько у вас градусов обычно? Ой, ну по-разному, но летом может быть плюс 40, плюс 50. О, правда? Да, да. И это нормально, хорошая погода. Ой, нет, 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 это не для меня. Это слишком жарко. Слишком жарко для меня. А вот русская зима для меня это хорошо. Ох, я не знаю, русская зима для меня это холодно. Да, а ты знаешь, сколько сегодня градусов? Сегодня, я думаю, не знаю, а сколько? Сегодня минус 20. По Фаренгейту. Нет, по Цельсиусу. По Цельсиусу? Так холодно! Да ладно тебе, оденешь теплую куртку, и все будет нормально. Подожди, эта куртка пуховая? То есть это пуховик? Нет, 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 это современные материалы, там нету продуктов животных. Ну тогда хорошо. Ты знаешь, для меня это важно. Знаю, Вася, для меня это тоже важно. Но мне не нужна куртка. У меня есть моя шерстка, теплая шубка. Да, я знаю, знаю. Слушай, ну вот сегодня солнце и холодно. Завтра будет идти снег и будет тепло. Но тепло это сколько градусов? Минус 10. Минус 10? И это тепло? Ты что, шутишь? Нет, я серьезно. А что? Но минус 10 это тоже холодно. Да, но сегодня-то минус 20. И если сегодня минус 20,
а завтра будет -10, значит, это тепло? Может быть, но для меня это все равно холодно. Ух. Слушай, ну, а какой твой любимый сезон? Ну, мне нравится лето. Правда? Да, летом я могу купаться в воде. Так завтра ты тоже можешь купаться в воде. Ой, нет, спасибочки, я не хочу купаться в такую холодрыгу. Как подумаю, мне прям так холодно. На, возьми горячий чай. Спасибо. О, так лучше. Ох, хорошо, хорошо. Ну смотри, если не хочешь купаться, ничего страшного. Но, может быть, мы пойдем купаться с тобой летом? Да, летом будет хорошо. А какая температура обычно летом в России? Ну, летом тепло, ты знаешь, летом обычно примерно +25, +30. Да, это неплохо, это нормальная погода. Но иногда бывает гроза. Гроза? Да, гром и молния. Ту-ту-ту-ту-ту. Пиш-пиш-пиш. Ух, ничего себе! У нас тоже бывает гроза, но редко. Ты знаешь, вот там, откуда я, в Африке, у нас мало дождя. У нас почти никогда не идет дождь. Правда? И как вы живете? Да нормально. У нас есть речка, Нил. Я там плаваю в Ниле. Так, хорошо. Да, если мне жарко, я иду в речку. Если мне хочется солнышко, я выхожу на берег. И все было нормально. Да, интересно. А у вас бывает град? Град? А что такое град? Ну, это когда дождь, но он холодный, и он превращается в лед. В лед? Дождь? Как лед? А такое может быть? Да, конечно. У нас бывает град обычно в конце осени. О, страшно. А иногда летом. Правда? Да, летом тоже может быть град. И когда идет град, это очень опасно. Почему? Потому что может ударить по голове. Пум! Ой, зачем ты меня ударила? Да я немножко. Что ты так? Ну и может тебя убить? Ну, если большой град, то да, может убить. Слушай, это опасно. И молния тоже может убить? Да, молния тоже может. Слушай, у вас так много опасной погоды. Ну, смотри, а когда у тебя очень жарко, если я приеду в гости увидеть твоих маму и папу, я ведь тоже могу умереть. Почему? У нас нет града, у нас не очень холодно, у нас нет молний. Но так жарко. Для нас, заек, это очень опасно. Правда? Конечно. Мы не любим слишком жаркую погоду. Нужно, чтобы было тепло или холодно, но не жарко, иначе я умру. Ой, я даже не подумал об этом. Что же делать-то? Как мы с тобой поедем к моим родителям? Не знаю, может быть, они куда-нибудь похолоднее приедут, и я там к ним в гости тоже приеду. Да, надо будет поговорить с ними. Надо подумать. А тебе нравится весна? Весна? Где? В России или в Африке? Ну, в Африке. Да, весна хорошо, это не очень жарко, и немножко идет дождь у нас обычно в это время. А, значит, у вас бывает дождь? Да, немного. Обычно весной и осенью. А у нас тоже бывает дождь. Обычно в мае идет дождь, а также осенью, да, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти месяца всегда идет дождь. Да, дождь это неплохо. Это хорошо для растений, для бананов, чтобы они росли, росли. И я потом их мог есть. Что?
Я люблю бананы, ты знаешь. Да, конечно. Ох, Вася, Вася. Ну что, все нормально. Да-да. А ты знаешь, осень в России очень красивая. Правда? Почему? Потому что все листья на деревьях желтые и красные. И это такая, мы называем золотая осень. А у нас листья всегда зеленые, как я. И никогда не желтые, и не красные. Ну, потому что у вас очень тепло, а наши деревья, они сначала желтеют, потом краснеют, а потом листья падают, и они стоят голые. Голые? Да, да, совсем голые, без листьев. Ой, а им не холодно зимой? Нет, им нормально. Слушай, а елка не голая? Нет, нет, елка не голая. Интересно, интересно. Ну хорошо, давай завтра я пойду с тобой и с Петей и посмотрим, если я буду купаться или нет. Да-да, давай, возьми теплую одежду и, да, запомни, завтра будет тепло, будет минус 10, будет идти снег и, да, все будет хорошо. Пойдем с нами. Хорошо, я попробую. Уговорила. Ура! Ну все, до скорого. До скорого. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. И, пожалуйста, расскажите мне в комментариях, какая вам нравится погода, какой сезон вам нравится. Вы любите, когда тепло, когда жарко или когда холодно? Вам нравится, когда идет дождь или когда солнце? Или вам нравится снег? Расскажите мне, пожалуйста, какую погоду вы любите. И, конечно, если вы хотите видеть дальше такие видео и всегда их первыми успевать смотреть, то не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Потому что если вы не нажмете на колокольчик, то, возможно, вы увидите мое видео, возможно, нет, но нажав на колокольчик, вы точно его увидите и не пропустите следующее видео. И, конечно, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду и к другим, вы можете посмотреть наш сайт на Патреоне. Там у нас есть не только транскрипции к эпизодам, у нас есть отдельные аудиофайлы, у нас проводятся ежемесячные встречи, игры, мероприятия с разными людьми. И да, мы хорошо проводим время. Поэтому, друзья, если вы хотите меня поддержать, то обязательно становитесь моим патроном. Вот, это все на сегодня. До скорого. Пока-пока.